Кажется, что со мной происходит. Держаться! От этой машины всегда ждали многого. Предыдущее поколение в нашей стране было очень популярным. Маркетологи говорят, что теперь Octavia стала еще ближе к премиум-классу, но при этом почти не подорожала. Так ли это на самом деле? Будем проверять. Octavia в том виде, как мы ее знаем, выпускается с 1996 года. Но модель с таким названием чешской компанией выпускалась намного раньше. Если точнее, то с 59 по 71 год включительно. Тогда это была более чем скромная машина. Мощность самого сильного двигателя составляла всего 55 лошадей. Технически автомобиль был, мягко говоря, не передовой, зато доступный. Так что у себя на родине та старая Octavia продавалась тоже хорошо. Внешний вид Octavia изменился кардинально. Диодные ходовые огни, новая решетка, бампера делают автомобиль более строгим. Хотя кое-что от предшественницы осталось. Линия крыши, например. Впрочем, эксперты говорят, что экстерьер не получился очень интересным. Виной тому корпоративный дизайн. Задние фары, например, очень напоминают Audi A4 предыдущего поколения. Интерьер напоминает мне немецкие автомобили. Все лаконично, ничего лишнего. Хорошие, удобные сиденья с отличной боковой поддержкой регулируются во всех направлениях и даже имеет функцию памяти. Мягкий пластик, вставки под алюминий, кожа. Качество материалов отделки вопросов нет. Пространство в салоне продумано до мелочей. Глубокие кармашки, ниша в подлокотнике, подстаканники. Есть специальное отделение для телефона. Бардачок с функцией охлаждения. Сейчас лето, жара, и такая опция более чем актуальна. Также здесь спрятан блок мультимедийной системы для CD, DVD и карт памяти. Но у нас топовая комплектация, а в базовой версии интерьер на порядок проще. Там не будет двухзонного климат-контроля, даже кнопки задних стеклоподъемников пропадут. Зато машину можно буквально собрать по частям и не переплачивать за ненужные опции. Сзади просторно. Человек с высоким ростом будет чувствовать себя комфортно. Посмотрите, сколько места. В нашей комплектации задние кресла идут с подогревом, а также появилась розетка на 220 вольт. Тип кузова с такой пятой дверью называется лифтбэк. Объем багажника 590 литров. Вы только посмотрите на это количество сеток и крючков. А это значит, что во время движения ничего болтаться и греметь в багажнике не будет. Достоин отдельного внимания большой цветной дисплей на центральной консоли с сенсорным экраном. Видео, изображение, телефон, радио, чего тут только нет. Можно узнать всю подробную информацию о состоянии автомобиля. Вот, например, контроль давления в шинах. У нас все в порядке. На руле есть кнопки управления бортовым компьютером, чтобы не отвлекаться от дороги. Но главная фишка – это голосовое управление. Машина с тобой разговаривает. Пожалуйста, повторите. Навигационная система. Навигационная система. Что делать дальше? Москва. Москва принята. Савинская набережная. Саввинская набережная принята. Начать ведение по маршруту. Ведение по маршруту уже производится. Ну что, едем? Что касается комфорта при движении, то с ним все в порядке. Даже в базовой комплектации машина идет с пакетом для плохих дорог. Подвеска очень мягкая, мелкие неровности и небольшие ямы машина просто не замечает. Ну а вот лежачий полицейский тоже особого дискомфорта не доставил. Плывешь, как на корабле. За безопасность в основном отвечают компьютеры, начиная с адаптивного круиз-контроля и заканчивая системой превентивной защиты Crew Protect Assistant, которая подтягивает передние ремни и поднимает окна, когда столкновения уже не избежать. Машина сама регулирует дальний свет, распознает усталость водителя, считывает дорожные знаки и следит за полосой. Здесь стоит аудиосистема Kenton с 9 динамиками, сабвуфером и усилителем. Включаем радиостанцию Moscow FM. Звук действительно сочный, точно концертный зал на колесах.
Шумоизоляция тоже на уровне. Проезжающие мимо машины не раздражают. Диаметр разворота у новинки менее 10,5 метров. При длине в 4 метра 66 сантиметров. Это очень неплохой результат. Традиционный тест на парковку. Камеры заднего вида нам не помогут, потому что их здесь просто нет. Зато здесь есть парковочный ассистент. Итак, нажимаю на кнопку. Он сейчас ищет место. Все, нашел. Теперь включаю заднюю скорость. Отпускаю руки. Никак не могу привыкнуть к таким машинам. Самое главное вовремя нажать тормоз. Машина сама выкручивает руль. Так. Все. Мы припарковались. Новая «Октавия» построена на универсальной платформе концерна Volkswagen. Называется она MQB. На ее основе собраны последний Golf, Audi A3 и Seat Leon. Кстати, у предыдущих поколений чешской модели братья и сестры по платформе были те же. Казалось бы, качество не должно особо отличаться. Но не тут-то было. В 2006 году британские журналисты провели исследование и выяснили, «Октавия» самая безотказная. По надежности машина опередила в рейтинге и пятый Golf, и Audi A3 предыдущего поколения. И еще один интересный факт. В Европе намного лучше продается модель в кузове «Универсал». У нас она называется «Комби». Говорят, что это самый что ни на есть эталон практичности для семейного человека. Сейчас самое время позвонить режиссеру. Вызвать Алексей Фетисов. Набор номера Фетисов Алексей. Алло, Денис. Леша, как ты меня слышишь? Слушай, прекрасно. Ты уже закончила тест в городе? Да, заканчиваю. Ну, мы сейчас с оператором все на нашей площадке. Подъезжай. До встречи. Проверить динамику на специальной площадке нам поможет мастер спорта по ралли Валерий Парфенюк. Очень хорошее рулевое управление. Но ее немножко, я смотрю, Ну, ее подзаносит. немножко подзаносит, да, но здесь большой комплекс электронных систем, который не дает ее занести, что очень хорошо. При таких ситуациях она ведет себя более стабильно и не дает развиваться более критическим углам заноса. Держаться. Так, а у нас системы отключены? В целях безопасности отключается только противобуксовочная система. Система курсовой устойчивости не отключаема. Угу. То есть никогда? Да. Самая простая «Октавия» идет в паре с 5-ступенчатой механикой. Коробка уже немного устаревшая. Ну а для топовых версий на выбор 6-ступенчатая механика, либо 6- или 7-диапазонная DSG. Для дизельного и бензиновых моторов соответственно. Робота часто ругают, но во время наших испытаний каких-либо нареканий не возникло. Давайте попробуем ее на торможении. 60, 80. 80. Даже с запасом. По стеночке мы Да. остановились. 20, 40, 60 километров, 80. 90. Объезжаем препятствие. Опа! А вот Да, объехать вот здесь препятствие она мы... не смогла. Про препятствие-то мы объехали, но в коридорчик мы не попали. А сейчас 70. А вот на скорости 70 километров в час она хорошо проходит лачный тест. А это значит, что гонять на этой машине не нужно. И вообще гонять не стоит в городе, правильно? Но вот мне, как пассажиры, мы едем змейкой, меня все равно, вот если я не упираюсь ногами, вот видите, что со мной происходит? Мне из стороны в сторону. Но машина хорошая, мне нравится. Она адекватно себя ведет, она позволяет немного похулиганить и в то же время дает возможность делать это более-менее безопасно. По соотношению цена-качество «Октавия» не потеряет титул одного из лидеров рынка. В актив можно смело записывать вместительность, практичность и функциональность. А вот дизайн вызывает смешанные чувства. Создать неповторимый образ дизайнеры не смогли. Порядок цен следующий. Базовая версия стоит 590 тысяч рублей. Наша топовая комплектация обойдется почти в 950 тысяч. Машина с дизельным мотором будет еще дороже, примерно на 50 тысяч рублей. Если честно, этот автомобиль оставил очень приятное впечатление. И думаю, что лифтбэк в нашей стране обязательно станет бестселлером. И неважно, какую машину вы выберете. Главное, помните, тише едешь, дальше будешь.